Всем привет, канал Польза.нет, и идем топить Vivo X200 Pro Mini. С другой стороны, он у меня пережил 15 минут в аквапарке на всех горках. Можете уже посмотреть на Польза стримы, но может он в бассейне погибнет, как Vivo X100S. Так, ну что, будет безумно печально, если это дело у нас погибнет в бассейне после аквапарка, но вполне возможно не погибнет. А X100S именно в этих условиях у меня и приказал долго жить. Осмотрим. В принципе, весь воздух уже вышел, так что будем надеяться, что не погибнет. Смотрим. Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня вполне возможно у меня это дело получится. Почему? Потому что вы сейчас наблюдаете iPhone 16 и вот это а-ля мини. Почему а-ля? Потому что, ну, большой он. Это Vivo X200 Pro Mini. Это китайская версия, на данный момент глобалок нет, и с этим сопряжено большое количество проблем, хотя хотят представить, что это не так. Здесь суперский, супер мощный, супер быстрый 2 миллиона плюс баллов в Antutu процессор, но от Dimensity, и это тоже не волшебно. МТК иногда радует, иногда нет. Металлический корпус, плюс этот смартфон выжил у меня в аквапарке. Его я еще тестировал в бассейне. Все тесты, что вы видите, были сделаны до утоплений. Все, о чем я буду рассказывать, было сделано до утоплений. Экран радует, он прямой, помимо этого, разумеется, Type-C-шник, но медленный. Помимо этого, две физические симки. И он вроде бы компакт, но по мне это и есть самое большое нагревалово в этой всей истории с этим смартфоном. Потому что, когда ты покупаешь Samsung или iPhone, или Pixel, вот эти вот компакты, ты можешь прийти в магазин и подумать, ну вот, да, узенький, удобный, все в порядке. А вот это дело ты не можешь ощутить. И, ну, пока его в магазинах нет физически, говорить о том, что это компакт, вот я не считаю его компактом по сравнению с этим. Это сложно. Это такой расширенный компакт для того, чтобы здесь запихать батарею большую. Притом у нее характеристики не такие простые, как вам кажется. Можете посмотреть спеки. Во всем этом вы узнаете в ролике. У меня даже к сборке есть определенные вопросы. В принципе, как и других блогеров, которые вы уже обозревали. Смотрим. Распаковка. Поставляется Vivo X200 Pro Mini в черной тактильно приятной коробке с хорошим оформлением. Что, к слову, для Vivo максимально стандартно. Они шикарно все делают. На упаковке есть название модели, краткие характеристики и лого Zeiss. Упаковка шикарная. В комплекте мы имеем смартфон, краткое руководство, чехол, кабель с зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 90 Вт с китайской вилкой, напоминаю, глобалок пока нет, и ключ для извлечения слота под две сим-карты. Весит смартфон без чехла 191 грамма, габариты 151 на 72 на 8,5 мм без блока камера. Вместе с ними 12,1 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге, и вы автоматически в розыгрыше. Подписаться на телеграм-канал скидок, разумеется, плюс я еще iPhone 16 разыгрываю на Новый год. Условия в ролике по ссылке в описании, по нему. Перейдем же к этому смартфону. Начнем. Поставляется данный смарт в черной, белой, розовой и зеленой расцветке. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамки металлические. Собран смартфон из качественных материалов, да и сама сборка отличная. Выглядит смарт стильно, плюс от меня за прямые грани. Также за то, что это компакт, но по габаритам он слегка больше, чем тот же iPhone 16, и за счет блока камер, по ощущениям, именно по толщине, он как обычный смартфон, потому что нужно иметь очень маленькую ладонь для того, чтобы этот блок вам никаким образом не мешался. По ширине компакт, по толщине абсолютно стандартный флагман. Блок камер оформлен аккуратно, но очень сильно выступает из корпуса. В целом данная модель выглядит как относительно золотой стандарт, к которому пришло большинство крупных брендов. Смартфон имеет защиту по стандарту IP69 и IP68. Разумеется, я его топил, по итогу он выжил. Напоминаю, что модель X100S с IP69K от Vivo у меня погибла, и реанимировать я ее никак не смог, она до сих пор у меня лежит. Просто минус 60 тысяч рублей. Спасибо Vivo за IP69K. Притом это было просто в бассейне. Этот миник я гонял в аквапарке, как я уже говорил вам ранее. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что отдельный минус. Далее есть микрофоны и динамики. По
люфту. Есть минимальный люфт у кнопки питания, у качельки регулировки громкости у меня люфта нет вообще, но у задней крышки корпуса, как мы уже выяснили, у подписчиков есть в наличии черный цвет, а в моем зеленом, к сожалению, продавливается один из углов. У одного из блогеров еще и с хрустом это дело продавливалось, так что будьте аккуратны. С другой стороны, видите, влагозащите это никак не помешало. Звучание стерео, но не полноценное, так как разговорный динамик выступает в роли основного. Перекос по громкости есть, но звук неплохой ко всему. На борту есть предустановленные эквалайзеры, хотя кастомного эквалайзера в стоке нету, и это плохо. Мини-джека нет, ЭК-порт в наличии, но его расположили в блоке камер. Стандартно для Vivo. Кстати, здесь есть и направленный микрофон. Напишите, вам интересен обзор одним кадром, делать мне на него или нет. Вибромотор для подобных габаритов и веса мощный, плюс настраиваемый, а также есть 4D вибрации, но только для оптимизированных игр, которых, кстати, становится все больше и больше. Переходим к экрану. Смартфон оснащен AMOLED 8T LTPO дисплеем на 6,31 дюйма с разрешением 2640 на 1216 пикселей, соотношение экрана к корпусу 94,4%, соотношение сторон 19,54 к 9, плотность пикселей 460 ppi. Цветовая гамма 100% DCI-P3, а частота обновления экрана адаптивная от 1 до 120 Гц. Рамки симметричные, довольно тонкие. Есть поддержка HDR10+, Z-Real. Пиковая яркость по моим замерам 1800 люксов, а на 100% 935 люксов. Иногда 1100 люксов, допустим, на стриме. То есть тут рандомно. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает быстро, корректно. Также есть функция автоматической регулировки цветовой температуры. Тест на частоту касания вы видите на экране. Результат средненький, но экран спокойненько и быстро откликается на 10 касаний одновременно. Ко всему сенсорный отклик в повседневном использовании хороший. Главное не играть, потому что в играх через 5 минут он уже начинает становиться залипающий. Не дико, не как в бюджетниках за 9000 рублей, но тоже ощущается. Регулировка шима 2160 Гц, шим выше 14% не поднимается. Если измерять радексом, в случае, если измерять прибором ТКА, то шим поднимается до отметки 80%. Опять же, кому доверять и чему верить, решать вам. Полноценный Always On дисплей в наличии, но так как это китайская версия, необходимо настраивать уведомления с включенным AOD, и там все просто не будет. Вы на это не 1 час потратите и не в один форум заползете, потому что с оповещалками вы до конца, как и с китайщиной, в итоге не разберетесь, что-то у вас останется, и вы будете говорить, все это не важно, и почти ничего нет. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера оптического отпечатков пальцев, внедренного под экран, и это плохо, потому что могли бы они ультразвуковой поставить, но сэкономили, плюс он находится низко, и это неудобно, потому что смартфон маленький. Но распознавание лиц срабатывает быстро, стандартные способы разблокировки работают. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, завести несколько отпечатков одинаковых нельзя, за что плюс, но с другой стороны, опять же, он не такой быстрый, как хотелось бы. Завести можно одно лицо и до 5 отпечатков пальцев. Процессор установили MediaTek Dimensity 9420 с техпроцессом 3 нанометра, с 8 ядрами, супер новый мощный удушенный монстр, максимальная частота 3,63 ГГц, графический процессор Mali G925 Immortalis MP12, оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт, внутренняя же память UFS 4.0 на выбор 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Операционная система Origin OS 5 на базе Android 15 версии, русский язык на борту, Google Play встает без проблем. При этом, разумеется, нет поддержки Android Auto, может быть она через год, как в других моделях от Vivo, прилетит, но не факт. Нет eSIM, разумеется, не будет, потому что это физический модуль. Из плюсов анимацию в области фронтальной камеры, спасибо Apple за идею. Также есть различные вспомогательные функции, привычные для Vivo ультраигровой режим со стандартными настройками. По связи имеется же поддержка Wi-Fi 7, поддержка Dual 5G, 4G сетей ниже. Для 4G 3 и 7 бенд на борту, 20-го нет. И всем, кто хочет по поводу бендов порассуждать, все зависит от региона и от оператора. Есть операторы, допустим, которые в том же московском регионе 20-й бенд не используют, а есть те, которые сидят вообще на них. Пусть это и даже не самое распространенное. Если говорить о бендах, не забывайте агрегацию частот, потому что то, что 20-го бенда одна история нет, а другое, что агрегация частот у глобальных аппаратов другая. Ловят сети не быстрее. Датчик приближения работает корректно, связь смартфон ловит хорошо, есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи, это же китайская версия смарта. Bluetooth версии 5.4, кодеков на борту достаточно, NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS же здесь двухчастотный, тест показывает точность в 1 метр, что хорошо. Емкость аккумулятора здесь 5700 мАч, и всем, кто хочет сказать, вау, они запихали такой аккумулятор в такой корпус, посмотрите его остальные характеристики. Вы очень сильно удивитесь. И не удивитесь, почему здесь скромный результат в PC-марке. В PC-марке он выдал 8 часов 45 минут. Это не
неплохо, но это не прям вау, и плюс он еще и сбросил яркость. В принципе, то же самое он делает в играх. В Work Performance он выбил 13 924 балла, Smart поддерживает быструю зарядку до 90 Вт, также есть беспроводная зарядка до 30 Вт, это прям очень круто, и беспроводная реверсивная зарядка, еще не менее круто. Заряжается от 0 до сотки в среднем он за 50 минут, плюс-минус, чаще даже меньше. При просмотре роликов на YouTube за 1 час уходит 5-6% заряда, иногда 4 вообще рандом, так же как с прошивкой, так же как с тротлинг-тестами на нем. Новая прошивка, какой-то хаос. А вот в играх в час уходит 27% заряда стабильно, без разницы где. Притом яркость он сбрасывает до адекватных 6 сотен люксов, но у тебя начинает залипать тач. Что это такое, вы знаете. То есть я поиграл в онлайне в течение часа, не в очень тяжелые игрушки, не с максимальными там супер настройками, то есть это был не какой-то лютый Genshin Impact. И там много всего случалось. Смотрите прожарки, те, кто планирует компакты покупать для игр, вот это точно не вариант. Его хватит для игр. 3 часа 40 минут плюс-минус. Где здесь супер бомбическая автономность, я не знаю. Еще учитывая, что он вырубается при съемке, то есть ты снимаешь 4К 60 FPS, опять же, об этом тоже в конце скажу обязательно. Он у тебя снимает то 18 минут непрерывно, то 22 минуты непрерывно, 40 минут он не снимал. Если вы видите у других блогеров тесты подобные, обязательно спрашивайте, в каком разрешении они снимают. Они иногда снимают не в 4К, допустим, кто-то в 1080p, кто-то в 4К 30 FPS, не 60, кто-то делает темное помещение. А что это значит? Значит, гистограмма нулевая, вы можете попросить гистограмму, и у тебя файл на 1,5 часа видео будет весить, как и на 20 минут видео в 4К 60 FPS, но с какой-то информацией. То есть у тебя ничего не обрабатывается смартфоном, он не греется и, соответственно, может очень долго и упорно снимать. А когда вам будут рассказывать 1%, там, 5-10 важна съемка, вот понятно, что у меня группа 16 тысяч человек в моем телеграм-канале, и там я размещаю как раз тесты. Вот там я делал опрос. Почти 3000 человек ответило по поводу того, снимают ли они дольше, чем 20 минут, и 39% сказало, что снимают. Понятно, что это люди, которые покупают эти смартфоны. Может, вы тоже из тех, кто покупает. Так что оценивайте сами. По факту, если вы взяли его на какой-то утренник, поставили на штативе, не факт, что он в 4К 60 FPS у вас снимет все. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 626 гипсов максимум, 393 гипса в среднем, 315 гипсов минимум на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 1908, в мультикоре 6700, 3D Mark показал Steel Nomad Light Stress Test, устойчивость 70,9% и Solar Base Stress Test 78,3%. Antutu выдал результат космический в 2 319 000 попугаев. Storage тест показал очень крутые 171 000, стресс-тест прошел он нерадужный, результаты вы видите на экране. Над камерами же Vivo работали совместно с Zeiss, что уже привычно, как и то, что блок камер покрыт стеклом Zeiss T. Но я не в восторге от данного стекла, так как у меня были случаи, что блок камер царапался просто о воздух. В этом случае он не поцарапался, но все бывает, так сказать. Основной сенсор Sony LIT 818 на 50 мегапикселей с апертурой 1.6, фокусным расстоянием в 23 мм, лазерная автофокусировка, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки, уже 4К 120 FPS и 60 FPS. В HDR режим поддерживается также в 4К 60 FPS для основного модуля. Суперстабилизация доступна в 2.8К 60 FPS, и это очень круто. Сверхширик Samsung S5 KG-N1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, с фокусным расстоянием в 15 мм, стабилизацией углом обзора в 119 градусов. Телефотосенсор Sony IMX882 на 50 мегапикселей с апертурой 2.6, фокусным расстоянием в 70 мм, трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией. Фронталка на 32 мегапикселя с апертурой 2.0, фокусным расстоянием в 20 мм, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для видеосъемки, очень даже хорошим, 4К 60 FPS, за что отдельный плюс. Я сравнивал данную модель с iPhone 16, который самый убогий в линейке у яблок. По детальности основной сенсор лучше у яблока, со светом лучше справляется яблоко, но не всегда. Плюс Vivo хорошо вытягивает при ночной видеосъемке, лучше по мне, чем яблоко. Фронтальный сенсор в локациях с недостаточным освещением лучше справляется у Vivo однозначно. В других сценариях использования у яблока фронталка показывает более натуральную картинку и по мне лучше. Между сенсорами переключение у Vivo довольно резкое, не такое плавное, как у яблока. Стабилизация лично мне показалась достойной, но в любом случае короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. Ко всему исходники вы сможете посмотреть в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну что же, 4К 60 FPS Vivo против iPhone 16. Помним, что iPhone 16 это жалкое подобие iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. И я, к слову, еще сейчас его не обновил. Ну и ладно, вот это одно, парочку таких сравнений будет без обнов от iPhone. Насколько хорошо снимает то или другое устройство, вам решать. Но по деталям, видите, и с фокусом,
Я выгляжу на Vivo, как будто мне все уже конец. Конец. Это продавцы меня Vivo найдут. Вот. Вот что может делать iPhone. На ультраширик уходить 4К 60 FPS. И ухожу. Ну и фронталка, те же условия. По мне Vivo 4К 60 FPS фронталка пишется получше. Значительно. Но, конечно, вот этот дьявол кроется в деталях, когда ты снимаешь на основу такой, бах, хочу на ультраширик. 4К 60 FPS, и Vivo такой, бамбалейла, и все. И все. Мелочи. Дешманский iPhone. Так, две фронталки, 4К 60 FPS, лифт, и здесь по мне яблоко не блещет, во всяком случае. Единственное, с чем оно блещет, так это с цветом рубашки, потому что он серый, а почему-то на Vivo он зеленый. Но, как многие скажут, зато глаз радуется. Зеленый лучше серого, правда? Сейчас, может, при другом освещении. Нет. Во, Vivo справляется местами. Может быть, он при обработке будет другим. Может быть, нет. Зато лицо четче на Vivo однозначно. И усиление голоса еще на Vivo. На Vivo X100 Mini ультрастабилизация возможна только в 2К 60 FPS. На ультраширик, повторяюсь, с основы не перейти. И вот так на основе с усилением голоса вы сможете снимать на основной модуль, на Vivo и на яблоко. По мне все не очень однозначно. Нужно смотреть будет в итоге на компе. Есть у меня ощущение, что Vivo делает кроп. Обратите внимание, вот смотрите, стрелочка. Да, Vivo делает кроп. И опять же, может быть, расстояние другое чуть-чуть фокусное. Может быть кроп, но мне так кажется. Либо у него угол больше просто у яблока. Но у яблока шумы. По поводу зеленого цвета. Но он не освещен так, как показывает яблоко, но и он не такой серый, как показывает Vivo. То есть здесь паритет по негативу, то есть кому больше нравится. Если брать диодную вспышку, диодную ленту, вот X2 Vivo максимум, X6 у яблока. Опять же, X2 было у Vivo максимум, потому что был HDR, но если мы переходим вот здесь в X6, то за счет телевика Vivo, разумеется, лучше. Хотя тоже шумов хватает, я вам скажу. И максимум у Vivo здесь X15 даже. И там даже не видно. Вот я не вижу надписи, на Vivo была видна частично надпись под диодной лентой. Прикольно. Круто. Так, немного 4К 60 FPS в полевых условиях. И ну, вот расстояние одинаковое, и вы видите угол, да? Вот она разница в фронталках. Главное, чтобы меня не сбили. Не сбили. И в 4К 60 FPS без HDR на ультраширик можно переходить на Vivo. Вот так. Молодцы. X1, X2. Шумов на яблоке просто космос. Что, 4К 60 FPS, два основных модуля, съемка с двух рук. Я думаю, что вряд ли здесь мне какие-нибудь права прилетят, потому что люди поют просто свои дела, и все. И вот так примерно сможете снимать. Да, вот она работа со светом, кстати, у Vivo. Обратите внимание, ультраширики и X3. По идее, по телевику он должен его уничтожить. Вот так. 4К 60 FPS, фронталка, те же условия. Вот так вот вы сможете снимать. В условиях жестких пения. Так, дневная съемка, которая очень часто является неинформативной. Вот так сможете что-то снимать при
летней съемки. Почему-то 4.2 включилась. А, это волшебная кнопка мне на айфоне помогла. Ультраширик. Говорю, вот эта вот кнопка, что они придумали, она только мешает. По факту. Может быть, кто-то и научился всеми пальцами работать и запоминать 554 команды на функциональной кнопке, на кнопке для вот этого фото, но по мне такое себе. Вот чем больше их сравниваю, в руках iPhone 16 и в 4К 60 FPS снимаю, и Vivo. И до какой степени они по-разному ощущаются. Vivo реально больше. X15 на Vivo, X6 на iPhone, допустим, X6 против X6, то будет вот так. Давайте медленно проведу. Вы ощутите всю глубину глубин, стабилизацию в смартфоне, который размером больше, да? И по идее у него все должно быть в X6 хорошо. И у кого-то и у яблока колбасится. Но мне кажется, вот сейчас я веду, у Vivo колбасит больше, но не факт. Но не факт. Очень забавная история. Вот сейчас запоминаем красивые переходы на ультраширик. Раз, два, три. И вот, и все встает на свои места. Ладно, для кому-то это другой подход. Кому-то надо это дело продать. Я даже не знаю, какое, кстати. Заметьте, я не говорю про какой смартфон. X6 опять. И однозначно на видео у яблока все в шумах. У Vivo лучше. Но по стабу мне показалось, что Vivo иногда колбасит. Хотя iPhone тоже. И фронталка 4К 60 FPS. О, я вам скажу, друзья, все у вас хорошо. Фанаты Vivo. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и супер солнце яркое прошло. Мы сейчас с вами снимаем с двух смартфонов. Они, в принципе, одинаково у меня дергаются. И насколько хорошо, если спешить, вы увидите, если не спешить тоже. Я, как говорю, все познается в сравнении, особенно когда, ну, опять же, яблоко было сделано позже, у яблока есть свои минусы. Это видно из характеристик, опять же, тех же камер, где наш телевик у яблока. Но мы обозреваем Vivo. Вот так он сможет снимать в максимально идеальных условиях. Почему? Потому что съемка рассеянная, и вы видите одно, вы видите одну стабилизацию, я вижу другую. Почему? Потому что когда все это дело попадет на компьютер, вот сейчас я вижу то, что они записывают уже потом с дополнительной обработкой, и вот эта вот магическая дополнительная обработка мне неизвестна. Из того, что я вижу, у Vivo хуже стаб, но я могу ошибаться, потому что Vivo потом может стабилизировать картинку уже в записи файла. А то, что я вижу на экране, это уже другая история. Вот так работают ультраширики, притом Vivo выдает какой-то непонятный цвет, вообще непонятный. То есть цвет неба не соответствует вообще ни в чем и нигде у Vivo. Но зато, ага, видите, динамический диапазон у ультраширика у Vivo. Так, будем искать плюсы Vivo. Дальше продолжаем. Плюсы по съемке Vivo искать. X1. То же самое. Видите, солнышко, как пробивается из облаков у Vivo. Вот тот участок, я сейчас кропну его X2. И у яблока. Но если мы уходим в X3, то яблоко уже начинает... Чего оно проигрывает? Ну, оно по цветам не проигрывает, а так... Не знаю. В общем, смотрите сами, выигрывает оно или проигрывает. По ультраширику дальше. Такая история. Здесь у нас ничего интересного, потому что солнце в линзу не бьет. Ну, вы уже видели, там, где солнце в линзу бьет. И почему-то на фронталку ни там, не перейти. Это вам, как говорится, не Samsung. И все, и сейчас мы прозумируем максимум. В дневных условиях обстановки все это дело. Основа и максимум X6, X15. Давайте X6.
На яблоке просто бешеное количество шумов. В этом смысле вот все, кроме цветов, Vivo лучше. Vivo цвета вообще. Но шум, видите, на X6. То есть, если вы занимаетесь зумированием постоянно при видео, очень сильно сомневаюсь, но это возможно для контента какого-то, то Vivo будет лучше. И фронталка 4К 60 FPS. Опять же, у Vivo какая-то желтизна непонятная. Но, как говорится, кому-то натуральные цвета, а кому-то китайские супер цвета. Вот так будет работать фронталка. Опять же, вам оценивать, а остальное, как говорится, мелочи жизни. Мое дело показать и дать свою оценку, которая вам вполне возможно не нужна. 4К 60 FPS, два основных модуля. И обратите внимание, как люто плохо iPhone 16 справляется с освещением. Вот здесь, на этом куске мрамора, просто лютейшим образом он ловит зайчиков. И, ну, это эпичный файл прям. Если говорить про съемку на месте, это нам не особо интересно, но мы поснимаем тоже. Вот так. Можно снимать на основные модули. Но тут, конечно, момент был вообще неприятный. Вот сейчас еще один неприятный момент. Может, как говорится, вывезет, может, нет. Вот так он будет снимать один и второй смартфон отсюда. При том, что яблоко, мне еще не нравится, какого цвета делает. Белый свет. Вот. Это ультраширик, это основа. Разумеется, здесь эксплит будет на яблоке. Яблоко лучше. Все протерто миллиард раз. Хотя, видите, не лучше. Видите вот эту вот зеленую штуку ореол, которая отражается в сенсоре и у яблока, и у Vivo. А вот на ультраширике такого нет, тоже ореол отражается. Две фронталки, 4К 60 FPS. И вот вы видите по работе со светом, как у кого что лучше. И по цвету кожи. Скинтон, конечно, у Vivo можно мне сразу, как говорится, закрывать канал и оплачивать кремацию, да. Ну, да. Хотя по детализации лучше. Хотя шумов море. Да, вообще какой-то весь шумок. Яблоки тоже весь шумок. В общем, из этих двух плохих картинок выберите лучшего. Пожалуйста. По возможности. Для себя. Можете написать. И вот реально интересно, как вы оцениваете по сумме факторов видео лучше у Vivo или у яблока. И насчет Vivo и яблока еще напишите по фото, посмотрели ли вы исходники. Так, HDR включен, 4К 60 FPS. Это первая попытка съемки на Vivo X200 Pro Mini. И пока он меня безумно радует. X2. Но тут прям и работает с размытиями, со всеми делами. Но мне нравится. И вот сейчас я включил еще усиление голоса. И отключил усиление голоса. Вот то же самое без HDR. И здесь магия в том, что можно на ультраширик уходить, на X1, на X2, на X3. Вау. Еще и без шумов. И X10. Здесь есть шумы. И переключение модулей. Раз. Два. По цветам сами видите. Очень круто. Очень круто. Мега круто. И включаю усиление голоса. Нот 4К 60 FPS, усиление голоса, HDR. И вот так сможете снимать буквально секунд 15. X2. Посмотрим, как вам ИИ расскажет с HDR, что он может. Вот 4К 60 FPS ночь без HDR. И, разумеется, без HDR мы можем включать ультраширик, который здесь бесполезен. Основа. X3. Есть у меня такое ощущение, что он на телевик вообще не переходит. И X15 максимум. Но опять же ночью 1.2. Штука X15 бесполезна. 4К 60 FPS без усиления голоса. Вот так можете себя снимать на балконе. Вот. Как бы так. Лифт 4К 60 FPS. И минус, если вы видите, я пытаюсь переключить
с фронталки на основу, но нельзя в 4К 60 FPS это делать на фронталке. Почему? Попытка номер 2, и смотрите магию. В 4К 30 FPS переключаться можно. Как сработало переключение, вы сейчас видите. Ультраширик, X2, X3, телевичок, X10. Ну, это логично. И в целом, я вам прямым текстом скажу, Vivo занимается украшательством, притом лютым. Посмотрю потом исходники. Так, еще раз 4К 30 FPS, и мне что-то подсказывает, что основа фронталка, когда переключалась на основу, она включила не 4К. Потом буду просматривать битрейт, но есть у меня ощущение, что он вообще чуть ли не на 1080p переключает, но не факт, Но 4К 30 FPS. Здесь со светом он отработал максимально отвратно. Может быть, опять же, в записи все будет лучше. И это удивительно, учитывая, что мне безумно понравилось, как и здесь додумывает шум, дорисовывает. Шум, правильно сказать зум, но по факту это шум, но он его рисует неплохо. Так, это основа 4К 30 FPS, и сравнение будет чуть в другой день, потому что ультраширик здесь не работает уже. Вот эта вывеска X1, X2, X3, X10. Ультраширик. И это 4К 30 FPS. Очень даже неплохо с усилением голоса. Это фронталка в 4К 30 FPS, для примера вам. И фронталка в 4К 60 FPS. Чувствуете разницу? Я думаю, да. 4К 60 FPS, еда без дополнительного освещения. Вот так будет работать у вас стабилизация. Вот так будет работать размытие. И, допустим, X2. Шумов, конечно, много, но опять же, здесь освещение нулевое просто. И, разумеется, кофе. Так, 4К 60 FPS, еда и, разумеется, в HDR, но HDR нельзя включить в режиме 120 FPS. Ну, 120 FPS это прям совсем круто. Можете скачивать в моей личной телеге, что-нибудь да подсниму. Цвет, ну, не соответствует, но все равно неплохо. Ну что, ультраширик без режима HDR, съемка с одной руки. Буду максимально аккуратным. Ночь, здесь точно никого нет. Напоминаю, что здесь движение в одну сторону, я еще поэтому такой бесстрашный. Но иногда в это одностороннее движение заезжают туристы. А ультраширик в HDR работать не может, но в принципе он все равно неплохой. Только вам интересен, наверное, больше основной модуль. Потому что если я переключусь на X3, колбасить будет... А, кстати, не так и сильно и колбасит. Вот это X3. Очень даже неплохая картинка, но я стараюсь не сильно смотреть в экран. Потому что все-таки еще и асфальт влажный. А я уже байк ремонтировал пару раз. И вот так, ни в коем случае, разумеется, не кататься. Катайтесь в шлеме, две руки на руле. Все внимание на дорогу, ни с кем не разговаривать, без сарказма. Просто одно дело все ради контента, а другое дело все для безопасности. И вот так вы сможете снимать себя и дорогу в данных условиях. Ультраширик. Вот здесь уже поопаснее, плюс еще дорога влажная. Вот так сможете снимать на ультраширик. Все, я заканчиваю банкет. Безопасность прежде всего. О, местная еда. Ультраширик. Сочно. X1. И плавненько X3. Но вообще освещение довольно хорошее. Ультраширик. X1. X3. X5. X10. X15. И резко X3. X1. Ультраширик. Ну что, всем бодрого утра и утренний кофе, разумеется. По основу это X3. Дополнительного освещения нет. Усиление голоса включено и работает только
Кофемашина. А и чуть-чуть кондиционер. Очень легко. Мини-тест хотел успеть подснять, и, кстати, успел. Телевик. И вот так сможете снимать на этот Smart X2, X1. Очень неплохо. Я включил HDR, максимум зум при HDR X2. Хочу сказать, что зумирование на фото работает прям нереально круто. И такое ощущение, что нам и правда пару-тройку лет они будут показывать эти устройства уже что-то супер-мега эпичное. Автофокус. Вы видите, как работает в движении. Плавненько стараются в HDR. И если зум будет также продвигаться, и мне кажется, он уже будет, знаете, как продвигаться. Они будут фотографии, которые в базе со всего мира собираться в одно, но это 10, наверное, лет. И уже выдавать вам что-то усредненное, по мне, довольно неплохо это. Но опять же, лет 10 я на это даю, и это будет только у флагманов по-любому. Потому что если смотреть, что делают супербюджетниками, они как клепают капли, так и оставили. То есть тот же C75, который я тестировал, ну как была капля, так и осталась. Это, конечно, дичь лютая, но де-факто они так и делают. Продолжают. 24 год, у нас все еще ультрабюджетники с каплей. И фронталка в 4К 60 FPS. Вот так сможете себя снимать. Переходить на основу нельзя, но 4К 30 FPS и в 4К 30 FPS вы можете переходить на основу. Основа, ультраширик. Ну что, 4К 60 FPS, ультраширик без режима HDR. Съемка с одной руки, плавно съезжаю с горы. Почему? Потому что впереди меня едет машина. Рассеянный свет, никакого там никакой жары нету. И основа. Так, главное, чтобы не убиться и не заплатить потом за чужую тачку. Ну и плюс еще, разумеется, ничью тачку желательно, в принципе, не мучить. Так, вот эти вот прямые, не особо удобное переключение. Вот сейчас только на основу переключился одним пальцем. Опять же, не особо удобное, как у всех. Неудобно, когда ты ведешь одновременно. Так, разумеется, делать нельзя. Надеваем шлем, снимаем только с двух рук. Я имею в виду, не едем в движении, не снимаем ничего. А с другой стороны, почти у всех флагманских смартфонов вы можете посмотреть картинку в подобных условиях. И как вы прекрасно знаете, в транспорте, по идее, все должно быть супер стабильно. Плюс я все это дело еще в руке держу. Но вот так. 4К 60 FPS, ну понеслась без HDR, можно уходить на ультраширик. И вот так. Рождество здесь, в общем. Злобный тест 4К с HDR, пену, но здесь как-то немного воды, пены много. И все. О! И теперь падение в воду. Помыли телефон. Ну, норм, живой пока. Под душем тоже сможете стоять себя и снимать. Наверное, пока он не погибнет. 4К 60 FPS, кому надо, можете ознакомиться. Но вот здесь везде покатаюсь. Так, следующая быстрая покатушка здесь. Ультраширик. Что, вот такая вот тема 4К 60 FPS. Я уже катался на этой штуке. Так что не первый раз. Видов на ультраширик. Плавненько, с одной руки, потому что я несу вот эту штуку. Безопасность вот на этой горке уже до 40 килограмм нельзя съезжать, потому что был случай, что человек вылетел. Но горку не закрыли, просто проверяют килограммы. Так, 4К 60 FPS, давайте ультраширик включаю. Теперь основа. Тихо, вот так основа, потому что сейчас будет через какое-то время весело, а вы сидите всю глубину глубин. Главное, чтобы я удержался одной рукой. Я думаю, что те, кто смотрит контент, те уже видели. Ну, плюс еще все аквапарки плюс-минус одинаковые. Сейчас просто главное набрать скорость и хорошенько войти в дроп. Вот он и дроп. Кто помнит про лизуна что-нибудь?
Так, если говорить про анализ фото, вот смотрите, я здесь сразу написал Vivo, это основной модуль, лифт, очень неприятная штука. И вроде бы хочется сказать, что вау, Vivo, нормальная фотка, но посмотрите, что и делает с лицом. Не, оно у меня, конечно, старое и помятое, но вот это, ну, это стёб. Фрэнки, лицо поплыло, и как 10 тысяч неудачных операций, а потом еще филлеры за 5 лет начали расти. Здесь тоже не волшебно, то есть здесь есть свои недостатки. Но яблоко просто вот достал и сфотографировал в лифте. Я уже не говорю про желтый свет или еще про что-то. Понятно, 3 часа ночи, видите, основной модуль и там, и там. Но на таких маленьких примерах и строится. Вот дешманский, яблочный смартфон, дешманский, и суперский бивовский. И ну, вот и все, как говорится. Если говорить про фронталку, вот она фронталка у Vivo, вот она фронталка у яблока. Насколько лучше фронталка у Vivo, ты смотришь сначала такой, о, яблоко вообще шлак, правильно? А Vivo? То есть по цветам вообще какой-то бред. Работа со светом, да я бы не сказал, что намного лучше, чем здесь. И итого у тебя получается, что да, Vivo поймал фокус, и картинку он осветлил, но шумов там не меньше, да, он вытянул из темноты много всего. Оно тебе надо, но с лицом тоже какая-то беда. Хотя здесь, если из этих двух фотографий выбирать, учитывая, что Vivo отработал лучше, несмотря на то, что там все плохо, средняя температура здесь лучше. То есть фронталка здесь справилась быстрее, она сфокусировалась лучше. На яблоке хуже. Если говорить про какие-то сложные участки, вот посмотрите, сложное место. У нас работает основной модуль 23 мм, на оба смартфона 26 мм, эквивалент. И в целом я не скажу, что здесь кто-то прям супер проигрывает или супер выигрывает. Если посмотреть на дальнее окно, плюс-минус одинаково. Если посмотреть на освещение, на Vivo на том же, лампочки со светом он отработал по мне лучше, однозначно. Но по цветам печаль, ну и ладно. Ну, как бы, вот такие цвета и должны быть. В общем, здесь по мне все равно паритет. Хотя по цветам правильное яблоко. Вот здесь паритет. Здесь у нас выиграл Vivo. Все равно. Хотя у яблока неудачная фотка. Я повторяюсь, что скачивайте исходники у меня. Здесь основной модуль у Vivo показал все свои вот эти вот иногда недостатки серьезные, а серьезно это он рисует. Так, ну и здесь еще немного примеров. Вот обратите внимание, наш любимый конь на наш любимый основной модуль. И основной модуль я еще ультраширик потом скину в моей личной телеге. Здесь со светом, если посмотреть вот с этими источниками, сработали оба смартфона почти одинаково. То есть я здесь вижу, что Vivo, вот допустим здесь, видите, кусок вырезал. Яблоко тоже вырезало, но Vivo вырезало кусок больше чуть-чуть. С другой стороны, если посмотреть на Vivo, на работу, допустим, с объектами, которые, по идее, он должен вытягивать из темноты, он вытягивает их эффективнее. Вот обратите внимание на это дерево. И в целом, если не смотреть на какие-то моменты вот из разряда этой золотой штуки, или коня, то можно сказать, что Vivo снимает лучше. Но, повторяю, что нас же интересуют объекты, на которые мы обращаем внимание в первую очередь, и работа со светом. А работа со светом и у того, и у другого смартфона не лучшая, но вот здесь, допустим, со светом уже вроде бы лучше отработал Vivo, но вы посмотрите на эти ореолы. Так что все эти рассказы про то, что яблоко плохо снимает фотографии, а китайцы вот молодцы, и они создают какие-то супер смартфоны, нет, нет. Вот здесь шумов много у яблока и ореол. Здесь тоже ореол, как инопланетянин. Ну и почему, допустим, Vivo в этом случае лучше? Здесь уже интереснее. Почему? Потому что у нас эквивалент 70 мм и эквивалент 82 мм. Вот насколько хорошо Vivo справилась, вы сейчас видите по зданию, допустим. У Vivo приближение и даже цифровое там с И в X100 очень классное. Здесь же у нас все довольно просто. То же самое. Эквивалент 84 мм и 70 мм. Если брать Vivo, то вот здесь оно уже нарисовало лицо нормально. Пусть как с эффектом, но картинка вроде норм. Но ты смотришь такой, он подумал, что вот здесь надо что-то нарисовать. Окей. И с глазами что здесь? Вообще класс. У меня выпадают зрачки.
Здесь что с ними случилось? Ладно, все это не важно. Говорю, хотите разбираться в фотографии, скачивайте исходники, прикидывайте в своих сценариях, что вам надо, и смотрите, кто как с чем справляется. Потому что идеальных смартфонов нет, ручками не хочется на что-то делать. Вот ты берешь, не надо тебе ни экспозиции не выставлять, ни фокус ловить, ничего. Берешь и фотографируешь. И вот так оно и получается. Минусы: старая версия Type-C разъема, нет 20-го бенда и, соответственно, нет глобалки по агрегации частот. Хотя все зависит от оператора. Неполноценная стерео, мало настроек для динамиков. У некоторых продавливается корпус, у меня он тоже продавливается. Нужна долгая настройка для того, чтобы вы получили достойное АО, достойное уведомление, и плюс китайщину вы все равно полностью не удалите. Когда появится Android Auto, это вопрос. Дешевый сканер не ультразвук, притом он еще и низко находится. Невозможно снимать в 4К 60 FPS больше 20 минут. Сброс яркости в играх пусть и адекватный, и залипающий тач в играх. Плохая автономность. Опять же, если вы его берете под нагрузкой, а не из разряда автояркость, ходить за полярным кругом, где нет солнца, или в помещении затемненном. Те, кто не любят яркость, тем хватит его на, может, 2 суток. Я, допустим, люблю выкручивать яркость на максимум, и мне его однозначно на 2 суток не хватает. И габариты. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Огромное всем спасибо за просмотр. И резюмировать я бы хотел долго и мучительно. Смотрите, мой контент подразумевает что? Тестирование, после тестирования какие-то выводы. Что я получил при выводах? Обзор одним кадром еще нет, он будет. Но он у меня смог пережить утопление, но прожарку, когда мы играли в игры, это был, я считаю, фейл. 27% в час, плюс сброс яркости, пусть и не сильный, но довольно ощутимый. Технически я могу сказать, знаете, как ощущается? На 40% сбросил яркость или сбросил до 600 люксов. 600 люксов это прям вау. Но, учитывая, как работал тач, это не игровой вариант. Это делай раз. Делай два. По поводу всех этих тестов, тестируя на автономность PC-марки, я думаю, вы знаете эту программу, проще всего не там, я вот ходил 8 часов, сегодня ты GPS пользуешься, экран на максимум, у тебя солнышко за экраном, завтра ты сидишь в полутемном помещении, пользуешься только Wi-Fi, никакого GPS, у тебя разные сценарии использования. По поводу PC-марка, здесь не все волшебно, просто хорошо. По поводу игр все плохо, 27% в час это прям плохо. По поводу съемки, повторяюсь, когда я снимаю со 100% до нуля и тестирую смартфоны, и знаю, iQOO больше 5 часов, там еще какой-то смартфон 6 часов, еще какой-то 4, кто-то сбрасывает FPS, здесь это невозможно. Почему? Потому что он просто вырубает съемку. И если вы видите другие тесты в интернете, еще раз спрашивайте у блогеров, было ли это в 4К 60 FPS и какие условия. Когда это допилят, у меня уже было 4 обновления, посмотрите на мой канал, я уже больше месяца его мучаю, у меня там миллионы фотографий. До флагманов он по фотографиям не дотягивает, то есть сравнивать его с S24 Ultra смысла никакого. Это не флагманский уровень всего. Но для компактов это очень круто. По поводу видеосъемки, учитывая, что он слил ее iPhone 16, которая 60 Гц, точно не советую, я наведу вас на простую мысль. Вот у вас есть смартфон, он китайской версии. Мы с вами хлопаем в ладоши, говорим, ой, какой дешевый, какой классный. Кто-то умудрился его за 60 взять, я взял его за 75, то есть я потеряю на нем 20 при перепродаже. В лучшем случае я его буду продавать за 55, если повезет, я его продам. Но рассказ не обо мне и о вот этой ликвидности, а о том, что когда он выйдет в глобалку, если он вдруг выйдет, у него ценник будет такой же, как у iPhone 16 Pro. А барабанная дробь, если даже iPhone 16 он сливает по стабильности, а он сливает, и по съемке, а он сливает, в чем его конкуренция? Правильно, в том, чтобы убедить вас, что китайская версия без 20-го бенда, которая для определенных операторов в России нужна, с определенным покрытием, прям нужна, необходима, я не буду их пиарить просто. Второй момент, это китайская версия, агрегация частот от глобальной отличается. Третий момент, полностью китайщину вы отсюда не вывезете. Четвертый, в идеале вы можете сказать, что ну я этими оповещениями не пользуюсь, а реально вы оповещения идеально себе и не настроите, от обнов они могут прилетать другие. Самый основной для меня момент у бренда BBK, который выпускает эти супер классные смартфоны Vivo, так же как и смартфоны iQOO, я вас просто навожу на мысль, есть еще 3 волшебных бренда. Это OnePlus, Realme и Oppo. Все эти 3 бренда китайские смартфоны блокируются. Не все модели, но те модели, которые вышли на глобалку. А теперь, внимание, вопрос. У нас остаются вот эти 2 бренда. Один из них уже вышел на глобалке. iQOO начал выкатывать смартфоны. Этот, возможно, надеюсь, что выйдет. Не начнут ли они блокировать эти девайсы? Кто-то, как у меня в комментариях, напишет, да вообще блокировки от BBK снимаются 1 день. Вы врете. Мы это уже выяснили и не один раз. Все зависит от условий.
Так что компромисс заключается в чем? У вас а-ля компакт, который вы не можете потрогать, который по размеру больше, чем другие компакты, и, разумеется, у него больше батарея. Второй момент. Эту батарею не особо сильно оптимизировали, еще запихали сюда МТК-шный процессор. Третий момент. Это не флагманский уровень ни фото, ни видеосъемки, хотя все хорошо, и с точки зрения таких габаритов ты получаешь вау. Четвертый момент. По ощущениям из-за вот этой блямбы, даже с моей маленькой ладонью, она у меня маленькая, у тебя компактность уходит в никуда, потому что у тебя очень часто палец падает сюда. И мужики моего же роста, вам будет он неудобный из-за того, что вам будет постоянно нужно держаться вот за эту штучку. Дифирамбы ему петь безумно классно и разумно, потому что наконец-то китайцы делать стали что-то, что может быть моим контентом как блогера. Но какие основные еще плюсы для вас, ну вы сможете у бешеного количества перекупов, которые его закупила, я уверен, за 55-50 тысяч рублей и будут сейчас на Авито тоннами продавать, купить его довольно выгодно. А самое главное, что я вам советую, обязательно пощупайте его до этого ручками и прикиньте свои сценарии использования, потому что когда вам рассказывают, 1% населения всего снимает в 4К 60 FPS больше 20 минут, вот у меня опрос в моей телеге. 39% из 3000 человек могут пользоваться смартфоном в надежде, что он снимает больше 20 минут. Да, это будет раз в полгода. Но какого лешего ты должен думать в смартфоне за 60 тысяч рублей, что это тело может просто вырубиться? А он может. Если говорить про игры, ты можешь думать, что вот, класс, я залипну. А насколько ты залипнешь? На 30 минут? Окей, это реально кайф, а какие-нибудь тяжелые? МТК? Нет, все не так просто. Все не так волшебно. Я безумно рад, что он пережил у меня утопление. Я безумно рад, что он классно снимает. Я безумно рад, что они стали делать компакты. Но дифирамбы отсутствующим бендом, агрегацией частот китайской, гипотетической возможностью блокировки. И насчет гипотетической, когда мне говорили, о, OnePlus не будут блокировать. Нормально у вас все? Я уже почитал комментариев, когда люди бегали там и неделями искали, как их разблокировать, а потом еще и по второму разу разблокировали вместе с Realme и Oppo. С Oppo у меня, кстати, не получилось, мне друг в итоге помог с Oppo K12. Любую железку, что вы собираетесь покупать за овер много, прикидывайте, что вот за эти деньги в глобале много чего есть. И когда нужен ли вам компакт, который не компакт, сегодня хочется, завтра перехочется, и у вас останется железка, как у меня, минус 20 тысяч рублей. Vivo, как и Oppo, по вашему мнению, вот в нашей маленькой тусовке, безумно популярный бренд. Но по факту это не так. Плюс еще и отсутствие глобалки. Людей это пугает и будет пугать. И даже тех, кто разбирается в китайских версиях, то же самое. Так что взвешивайте за и против компромиссы, все обзоры смотрите. Прикидывайте для себя, вы как игрушку, если это покупаете, еще раз, чтобы получить компакт, iPhone 16 в руке это компакт. Вот это не компакт, это что-то больше. Опять же, если у вас огромная рука, здесь огромный плюс и минус. Плюс вы будете ощущать его как компакт, с одной стороны. С другой стороны, вам будет мешаться эта блямба, и вот толщину вы будете ощущать точно как не компакт. Все, что я хотел сказать, напоминаю, что мой контент критичный, и все, что вы не потратили, запомните, вы сэкономили. Если не существует сегодня того идеального смартфона, который вам нужен, с чего-то же вы смотрите этот обзор, с чего-то вы звоните, рано или поздно он появится. А 600 баксов на не глобалку вы всегда успеете потратить, вот поверьте мне. Так что смотрим, как они это дело допилят. Может быть, я его даже первично не буду продавать. Огромное спасибо им за то, что они это сделали. Еще большее спасибо за то, что маленькие там недостатки какие-то там из разряда. У меня он не хрустит, допустим, при продавливании одного угла. У одного из блогеров хрустел. По поводу съемки это фейл. Я надеялся, что он будет снимать. Все. В принципе, все, что хотел за этот месяц с ним, я вам рассказал. Проблем со связью у меня не было. Никогда не опирайтесь на вот это, проблем со связью не было на других людей, потому что вы живете в своем регионе, катаетесь в своей даче и своей деревне, и у вас свой оператор. Девайсу от меня однозначное «да». На Авито мучите продавцов, я думаю, если этот ролик зайдет, то, я думаю, в районе 55, если вы новый купите жир. Если нет, ну вот так. Скоро iQOO 13, скоро Vivo X200 Pro, Vivo X200 и еще много всяких смартфонов. Приходите на прожарку, пообщаемся. Напоминаю, что мой контент для того, чтобы вы сэкономили, чтобы вы потратили в другое место. Добра и удачи вам, дорогие друзья!